Привет, люди! Привет вам из города Чернобыля, который даже несмотря на то, что происходит сейчас, и то, кто здесь был, город выжил, город стоит, город мы восстанавливаем. И забегая наперед, хочу сказать, что все будет хорошо. Ребят, не выходил долго на связь. Сами понимаете, ситуация нынче сложная. Приходится помогать, приходится заниматься многими вещами, поэтому было, скажем так, не до контента. Однако ситуация начинает потихоньку меняться к лучшему. Мы вернулись в Чернобыль, мы вернулись в зону отчуждения, восстанавливаем ее после нашествия орков. И, наверное, вот эта серия видео, которая будет выходить сейчас, она будет называться как раз «Летопись восстановления Чернобыля». Кое-какие моменты мы уже восстановили, что-то восстановить будет тяжело, что-то размародерено в хлам, что неудивительно. Но я думаю, что все будет хорошо. Я даже не думаю, я уверен. Перед тем, как начать ролик, есть у меня минутка политинформации. Да, внезапно на этом канале появилась политика. Я старался в нее не лезть, всячески ее избегать, но получилось так, что политика сама пришла. Так вот, первое самое главное. Все те, кто поддерживает вторжение Рашки на территорию Украины, с этого канала могут уходить прямо сейчас. Я не хочу для вас снимать контент, я не хочу, чтобы вы мой контент смотрели. А для тех, кто хочет мне сейчас рассказать про «Ми же братья», «Один язик», от це все, то в мене для вас є також дуже цікава пропозиція піти слідом за руським воєнним кораблем. Він нещодавно за допомогою Нептуна та Козацького драйву прибув за місцем призначення, тож знайти його вам буде дуже просто. Орієнтуйтесь по мачтах, не помилитесь. Слава Україні! Политинформация закончена. Ну что, друзья, вперед! Восстанавливать Чернобыль после нашествия орковской орды. Погнали! Знаете, на самом деле, изначально я хотел вам показать всю ту разруху, которую после себя оставили эти черти, но, прикинув палец к носу, решил, что делать этого, наверное, все-таки не стоит, поскольку я эти видео буду в будущем пересматривать, скорее всего, сам, поскольку память, сами понимаете, она штука такая. Я думаю, что после победы очень захочется посмотреть, как все было, как мы все это дело начинали, как мы все это дело поднимали, восстанавливали и так далее. Поэтому сейчас вот буквально пара кадров от того, что эти орки оставили после себя в Чернобыле. В принципе, могу сказать, что почти все в городе Чернобыль выглядело именно так, увы. То есть размародерено все было наглухо. Поэтому вот. И давайте, наверное, плавно переходить в следующий день, когда мы начали проводить первые работы. 5:30 утра. Фотозарисовка Чернобыля из твоего окна. Те редкие моменты, когда забываешь, что в стране война. Наслаждаешься тишиной. Но обычно хватает на минуту-две, потом возвращаешься в суровую реальность. Давайте еще такую вот маленькую минутку наслаждения пением птиц, утренним, чернобыльским. А утром выяснилось, что в связи с отсутствием электричества временным
нам, собственно, в самом Чернобыле работы как таковой и не было. Поэтому мы решили не тратить время и съездить посмотреть, что стало с нашим оборудованием в Припяти. Конкретно сейчас я говорю о той самой веб-камере, которая была в том числе и на моем канале. Дело в том, что я как бы знал, что орки на крышу не добрались. Почему? Потому что остался флаг. Я думаю, если бы они на крышу залезли, первое, что они сделали бы, это сорвали флаг Украины, который мы там вешали на день Еднання. Вот. Но я знал, что флаг на месте, поэтому было такое достаточно серьезное, скажем так, не подозрение, а уверенность в том, что орки на крышу не поднялись. Я был почти прав. На крышу они действительно не поднялись. Они дошли до решетки. Решетку они выломать не смогли, решили отстрелить замок. Это было смелое решение, такое с мягким намеком на премию Дарвина, ибо стрелять в очень замкнутом пространстве и с калибром 7,62 – это так себе идея. Я думаю, после первого же выстрела орк охренел, мягко говоря, если не оглох, и попытки залезть на крышу они, скажем так, бросили. Но проблема в другом. Они начали стрелять по нашим камерам снизу. Здесь они опять нарукопопили, что не может не радовать, потому что попали они куда угодно, только не по камерам. То есть попали в крепление, попали в кабель, попали в трубу, на которой эта самая камера висит, но в сами камеры они попасть не смогли. Собственно, поэтому ремонт занял намного меньше времени, чем мы думали. И за один выезд мы, в принципе, уже камеры новые подняли. Вот. Ну и, конечно же, не обошлось без прогулки по Припяти. Поскольку в городе не были давно, захотелось посмотреть, что там как, покормить барбосов, зайти на АТХ. Ну, скажем так, стандартная прогулочная процедура. Да. А выглядело это все приблизительно вот так. Друзья, а поскольку серия вступительная, напоследок хочу показать вам еще одну вещь, которая как бы не имеет непосредственного отношения к восстановлению.
инфраструктуры города Чернобыль и зоны отчуждения, но ее прелесть в том, что в существование этого места я не верил до последнего, до тех пор, пока не увидел сам. Я об окопах в районе Рыжего леса, когда пошли эти слухи, честно вам скажу, я думал, что это все-таки больше слухи, но не укладывалось у меня в голове, что эти веселые ребята могут окопаться вот именно в этом месте. Однако я приехал, и я увидел, и я охренел. Ну, не знаю, можно пожелать сидевшим здесь ребятам здоровья на всю оставшуюся недолгую жизнь. Других вариантов у меня как бы и, собственно, и нет, наверное. Такие дела, друзья. Спасибо вам большое, что досмотрели видео до конца. Я хоть вспомнил немножко, как держать камеру в руках и как запускать премьер на компьютере. Увидимся уже в следующем видео. И в следующем видео мы с вами поработаем немножко непосредственно в городе Чернобыль. Пока-пока.